Всем здравствуйте! Так, сегодня мы посмотрим немножко необычный расклад. Для меня необычный. Если честно, я даже тему придумать-то придумала, а как сделать расклад, понятия не имею. Поэтому для меня это вызов. Ну, посмотрим. То есть, как я увижу тему расклада. Да, ваши любимые предметы интерьера, что они расскажут о вас. Вот, их надо еще и увидеть, и потом еще и объяснить, что они могут рассказать о вас. Вот, не знаю, как я буду делать этот расклад, получится или не получится, вот, но посмотрим. Напоминаю, что в разделе «Сообщество» вышел анонс, ну, все зависит от того, в какое время вы смотрите расклад, вот, но ближе к обеду обычно выходит анонс на тему блиц-консультации выходных. Вот, на этой неделе у нас будет свободная тема, поэтому если у вас назрели какие-то свои вопросы, и вы хотели бы мне задать, с огромным удовольствием отвечу вам на них, приходите, даже если вы не можете сформулировать правильный вопрос, в любом случае я все время уточняю, да, что вас интересует, то есть пока определимся с запросом, а потом уже я делаю расклад. Вот, приходите. И напоминаю, конечно же, про беседы со смыслом. Тоже обращайтесь, пообщаемся, поделитесь со мной, да, то, что для вас актуально, то, что важно. Вот, либо просто побеседуйте. Если, опять же таки, у вас есть такая необходимость. В общем, вся необходимая информация под видео по ссылке «Мои услуги». Нажимаете, читаете и приходите. Так, ну а мы с вами... Что-то энергия у меня как-то упала немножко. Вот. Я не могу сказать, что я уставшая, но как-то хочется как-то вот больше расслабленности, что ли. Посмотрим, что нам покажет сегодня расклад. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Смотрим, единички. Ваши любимые предметы интерьера. Девятка кубков. Они каким-то образом связаны с удовольствием. То есть это могут быть какие-то маленькие любые безделушки. Вы знаете, вот как у меня здесь на рабочем столе. Что-то, что, возможно, вам напоминает о ком-то, либо о чем-то. То есть как-то связано с воспоминаниями. И эти воспоминания, они приятные. Также здесь могут быть какие-то предметы, которые вот вам приносят удовольствие. Опять же, я не думаю, что это вот как-то обязательно предметы интерьера. То есть это могут быть, например, аромамасла, либо какие-то предметы, например, для массажа, да, дома. Вот есть специально там приборы, там как пистолет такой сделанный. В общем, что-то, что приносит вам удовольствие. Но это вот какие-то такие предметы обихода. Может быть, какая-то подушка такая особенная, да, не совсем классическая. Может быть, она какая-то там, не знаю, ортопедическая, либо какой-то вот такой формы, ну, не знаю, как змея, что-то такое продолговатое. Почему-то мне идут цветы в горшках, не знаю почему. Вот. Что еще здесь могут быть? Какие предметы интерьера, которые бы вам приносили удовольствие, да? Но здесь не обязательно, как я и говорила ранее, да, предметы интерьера. Здесь может быть какая-то книга, вот прям вот лежит. И причем там суть не то, чтобы ее вот как-то прочитать, а она, знаете, в большей степени, как люди любят читать на ночь, да, когда есть бессонница, вот читаешь 2-3 строчки, тебя сразу в сон клонит. Вот это вот такого формата книга. Какая-то такая, знаете, бесконечная, которую можете долго читать, заново начинать, потом опять читать. Не то, чтобы она вас интересует, либо нет, но там у нее задача немножко другая. Есть какой-то блокнот, да, блокнот, либо тетрадь, скорее всего блокнот, потому что там спирали есть, и ручка, да, вот где-то рядом, что вот вы все время как-то что-то записываете туда. У кого-то здесь есть все, что связано с удовольствием, да, мы сейчас рассматриваем какие-то предметы,
Здесь ванную, да, то есть ванну показали. Может быть, у вас какие-то тапочки такие необычные. Ну, здесь вот все, что мне показывают какие-то вещи, да, я не могу сказать, что вот они прям вписываются в дизайн, да, вашей квартиры, прям интерьер. Здесь скорее это личные какие-то предметы. О чем они могут рассказывать? Во-первых, они могут рассказывать о том, что вы человек неформальный, ну, то есть не шаблоны, то есть вам какие-то обычные, как масс-маркет, да, какие-то вещи, они вам не интересны. То есть, допустим, если это тапочки, они не будут тапочки, как можно купить в обычном магазине, да, то ли это будет там в виде животных, то ли это будет в виде, не знаю, какой-то материал такой, то ли это цвет необычный. Вот, в общем, здесь есть какие-то такие вещи, которые вот, они не совсем обычные, то есть они выделяются, они заметные. И это вот указывает как раз-таки на ваш характер, на вашу такую, как-то, знаете, неформальность. То есть вы у меня проходите человеком, у которого свой какой-то характер, и он живет по каким-то своим правилам, по своим каким-то установкам. И вроде бы в доме у вас вот порядок, да, все. Я склоняюсь так, что вот большинство из вас больше идут к минимализму, вот, ну, хотя не факт. Но вот вещи, о которых я ранее сказала, они указывают на ваш характер, на ваше какой-то своеобразный характер, то есть вы выделяетесь, вы не тот человек, который будет незаметен. Вот в чем-то вы не похожи на других. Ясное дело, что все уникальны, но вот вы вот выделяетесь то ли своим характером, то ли своей какой-то манерой поведения, то ли манерой разговаривать. Вы необычные. И вот эта вот необычность, да, она и проявляется в предметах. Дальше, то, что я сказала вот про книгу, да, про блокнот, это указывает на ваш склад ума. То есть вы такой человек, когда, больше работаете головой. Да, то есть либо вам нравится думать, либо вам надо что-то анализировать. Поэтому такое ощущение, что вот вам надо все время что-то вы записываете, что-то фиксируете. Не потому, что у вас плохо с памятью, а потому что здесь... Вот когда вот вы записываете, есть какой-то смысл в этом, да, то ли... Это не обязательно мысли вслух, но это вот какие-то такие моменты, когда... То ли вы потом их читаете. Здесь указывают вот как раз-таки на вашу неординарность ума. Вроде бы присутствует логика, вроде бы присутствует анализ, да, стратегия, но с другой стороны вот здесь какой-то такой, знаете, подход к вещам у вас своеобразный, вот он по-своему, он не вписывается в какие-то рамки, то есть иногда вы, здесь может проходить какой-то такой, знаете, бунтарский дух, когда человек может что-то, делать какие-то противоречивые вещи, указывая тем самым на несогласие с чем-то. То есть я не буду жить по правилам, допустим, по чужим каким-то правилам, я хочу жить по своим, но при этом вы такой человек конструктивный, да, то есть у вас есть свой порядок, у вас есть свои правила, вы не тот человек, который живет в каком-то хаосе. Вот у вас в голове, да, все понятно, конкретно, поэтому вы что-то там записываете. И здесь человек, которому нравится природа, но вот здесь присутствует строгость. И то, что я сказала про цветы, да, вот прям вот такие вот горшки с цветами. Либо вы любите, если мы говорим про алкоголь, здесь вино. И такого, знаете, хорошего качества. И здесь не обязательно, что у вас дома какой-то там мини-бар, но это может быть какой-то хороший алкоголь, вот такой, знаете, качественный. И вы его держите, как говорится, на всякий случай, да? А случаи бывают разные. Вот не для того, чтобы выпили, не знаю, может, какой-то праздник, и вы хотите как-то угостить кого-то. Либо, возможно, бывает какой-то вечер такой, вот вы хотите расслабиться и можете, испробовать там 2-3 глотка. Здесь не про то, что вот вы употребляете, но само наличие этого указывает на то, что вот вы какой-то эстет. Мне показывают, поэтому я сказала про минимализм, что вы эстет.
То есть у вас есть свой вкус, у вас есть своя точка зрения, у вас есть свои какие-то взгляды, вы очень избирательны в общении. У некоторых из вас, не у всех, есть животные. Но опять же таки, знаете, я могу сказать, что вы любите животных, но с другой стороны, вот вот эта вот привязанность, да, к животным, к людям, она вас очень сильно напрягает. То есть вы, возможно, и хотели бы, да, у кого есть животное, окей, у кого нет животных, вы хотели бы, возможно, получить, но вот это вот иметь. Но вот это вот чувство, да, привязанности, и меня животное будет ограничивать, потому что вы ответственный человек, а за ним надо ухаживать, как следствие, ну, я никуда не могу поехать, там надо где-то оставлять животное, а я не хочу. Вот это то, что вас ограничивает, но желание есть, да, вот иметь животное. Причем не только домашнее, возможно, там, я не знаю, лошадь, вот. То есть любовь ко всем животным. Но я не думаю, что вы тот человек, который вот прям очень любит живые цветы дома, я имею в виду в горшках, которые. Но, возможно, где-то один какой-то горшок с цветком у вас есть. То есть, с одной стороны, это как напоминание того, что вам нравится природа. Но опять же таки, вот здесь вопрос того, что вот за всем этим надо ухаживать, а у вас вы как будто бы вот какой-то занятый человек, и у вас нет времени на это. Но при этом, когда вы как будто бы несете ответственность то ли там за цветы, то ли за животных, вы полностью посвящаете себя, вы прям вот погружаетесь в это. Так, еще какие предметы есть, если нам покажут, и что они о вас говорят. Рыцарь жезлов, ну, свечи, да, здесь свечи тоже могут быть. Что у меня тут, вода? Угу, вода. Так, рыцарь жезлов, свечи, да, свечи. Здесь также может быть не интерьер, а здесь может быть машина, которая у вас указывает, да, у нас вопрос любимые предметы. Вот для кого-то здесь любимая машина, да, вот какой-то транспорт. Причем это может быть даже и не ваше, это может быть, например, вашего партнера, либо вашего ребенка. Но вот здесь какая-то любовь именно к транспорту идет. Опять же таки указывает на свободолюбие ваше. То есть, знаете, как я не хочу использовать никакой транспорт, чтобы не быть зависимым, да, что сидеть, ждать. Вот мне хочется, с одной стороны, удобства, хотя вот вы, в принципе, знаете, такой человек, который, да, не откажется от комфорта, но если нету этого комфорта, вы как-то не, как это называется, не капризный человек, да, вот что есть, то есть. Вот, и это очень хорошо сочетается с тем, что когда вот есть какая-то комфортная, роскошная жизнь, да, окей, я ее проживаю, но если вдруг ее и не будет, я страдать тоже не буду. То есть вы такой вот человек, который адаптируется в любых обстоятельствах, в любых обстановках, да. То есть человек, который может, допустим, если вы куда-то в гости поедете, да, и там вам, ну, предлагают где-то переспать, вот, ну, типа в чужой кровати, да, вы это можете. Ну, то есть нормально. Я не могу сказать, что вот прям мучаетесь и в сон вас не берет. Но при этом вот все равно вот какой-то вот комфорт, который есть дома, да, его ничем не заменить. И свечи, здесь мне как-то все идет зеленым цветом. Я не могу понять, что это такое, то ли это свечи как-то зеленым цветом, то ли это показатели вот чего-то такого нового. Есть еще у кого-то, знаете, какие-то игрушки. То ли это вот как-то на память вам кто-то дарил, то ли это ваши детские игрушки, то ли это игрушки ваших детей. Опять-таки их немного, но вот какая-то связь с ними есть. Есть гаджеты разные, да, которые вот именно связаны с всевозможными коммуникациями. То ли вам нравятся разные ручки, да, вот пишущие средства,
там, я не знаю, может быть, перья, карандаши, что такое, вот что пишете, то ли это гаджеты, там, я не знаю, планшет, может быть, какие-нибудь гаджеты, связанные с прочтением книг, да, то есть это не просто планшет, а специальный этот Kindle, где можно читать книги. Вообще вы любите гаджеты всевозможные, они вам нравятся. Ну, рассказывает о том, что вы идете как раз-таки в ногу со временем, да, с технологией, что у вас очень активный, подвижный ум, и он достаточно гибкий. И я не могу сказать, что вы как характер, как человек гибкий. То есть вы в каких-то моментах достаточно консервативны. Вот, и свое мнение, ну, редко когда меняете. Но иногда на вас может нахлынуть что-то, что вы как-то вот непредсказуемо можете сменить свою точку зрения, да, либо как-то вот пойти против своих принципов. Но такое бывает очень редко. И я не знаю, с чем это связано, вы сами удивляетесь. Но вообще по натуре вы человек непредсказуемый. У меня здесь, знаете, как идет? У меня идет сочетание шута и императора. То есть, с одной стороны, есть вот эта вот какая-то детская доверчивость, открытость, может быть, где-то наивность, легкомысленность. Но, с другой стороны, какие-то передовые такие мысли, ответственность идет, да, постоянство, структура, правила. Причем интересно, вы не приемлете, когда вас кто-то ограничивает, да, вам выстраивает какие-то свои претензии, правила, но вы сами для себя, у вас есть какие-то правила, у вас есть какой-то вот порядок, ритуалы, которым вы соответствуете. То есть, когда вы сами себе ставите какие-то ограничения, рамки, вам это окей. Но когда другие, вы это не приемлете. А что касается других людей, вот вам, в принципе, и не интересно. То есть, вы держите какую-то определенную дистанцию от людей. Вот. Это была первая позиция. Первая позиция. Так, позиция номер 2. Красный камешек. Смотрим. Двоечки. Ваши любимые предметы интерьера. Смогу ли я... Здесь идут всякие, знаете, безделушки, которые связаны с красотой. То ли это косметика, то ли это какие-то кисточки, там всевозможные приколочки, заколочки, разные крема, косметика. Вот прям, я не знаю, эти помады, там бесцветные, цветные, лип-глоши. Вот все, что можно. Причем вот прям этого очень много. Вот прям не то, чтобы одна косметичка и там самые какие-то необходимые вещи. Вот прям мне показывает, что там, где это находится, то ли это туалетный столик какой-то, то ли это в ванной, то ли это на тумбочке прикроватной. Вот там, где у вас есть косметика, ее прям вот очень-очень много. И вам нравится. Причем, знаете, вам нравится не столько вот ухаживать за собой, хотя это тоже приносит вам удовольствие, сколько вот вам нравится наличие этих предметов, знаете, вот так вот перебирать это все, перекладывать, вот эти запахи открывать, там пробовать. Вот пробничков разных у вас тоже много. Вот вы куда-то ходите, там, я не знаю, там пробничек на мыло, прям, я не знаю, там, ну, духи какие-то, крема какие-то, вот что-то такое. И это указывает на то, что вот вы в этом всем видите, как, знаете, с одной стороны, игры детские. Вот у меня такое ощущение, что то ли вы в куклы не наигрались, вот, то ли вот такое ощущение, что вот вы играете с этим всем, да. Это указывает на легкость вашего характера, да, на веселость, на такую, знаете, азарт, подвижность, любопытство, интерес. Вот это вот все про вас. Еще какие предметы? Ну да, надо же карты выкладывать. Так, какие предметы? Король педаклей. Предметы. Вот все время меня почему-то показывают вашу ванную комнату, вот, где там есть шампуни всевозможные, уход. Вот вам нравится уход за волосами. Я не могу сказать, что вот вам нравится долго расчесывать волосы, но вот накладывать вот эти всевозможные маски,
там шампуни, вот все такое пахучее, все такое вот, все, что запахами, вот вам это очень нравится, и телесное. У меня такое ощущение, что вот вам нравится руки кремом мазать, да, допустим, когда зимой сохнут, вот вы прям, и такие руки очень, ну, утонченные, вот вам прям нравится вот этот уход. Для кого-то, не для всех, да, для прям вот девочки, поэтому вам нравится какой-то такой вот розовый цвет, либо что-то, что ассоциируется с розовым. Причем это может быть, я не знаю, какая-то вот кружка, на которой то ли там нарисовано что-то такое девчачье, то ли какое-то животное. Вот какая-то кружка у вас есть любимая, да, и там есть розовый цвет, и вот есть вот это, какая-то вот, не знаю, то ли детский рисунок, то ли еще что-то. Что-то связанное с кошкой, я не могу понять. Может быть, у вас кошка дома, и она мне все перебивает здесь, как предмет интерьера, вот, которая играет. Причем играет с клубком, и такое вот ощущение, что, я не знаю, кто-то из вас, не все, конечно же, да, кто-то из вас вяжет, и вот прям что-то такое вяжет, причем толстые спицы, толстая нитка какая-то. И вот как будто бы кошка есть рядом, и вот она играет с этим клубком. Почему, опять-таки, отдает розовым цветом, не знаю. Опять же таки, не предметы интерьера, а ваши любимые предметы, наверное, так было правильно назвать расклад. Здесь что-то, что связано с выпечкой. То есть это могут быть какие-то специальные кондитерские фишки, то ли это формочки какие-то, то ли это какие-то красители для того, чтобы, там, я не знаю, крема подкрашивать, коржи подкрашивать. В общем, разные такие фишки. И все, что связано со свечками, но здесь какие-то формочки. Вот опять же такие формочки, то есть это может быть как кондитеры, и могут быть формочки для свечей. По первой позиции я тоже говорила про свечи, но там более свечи, я бы не сказала, что вы как-то делаете их, а они какие-то покупные, потому что, ну, там нету времени для человека, вот, чтобы он этим занимался. То есть ему проще пойти купить. А вот вам нравится. Здесь что-то, что связано с тем, что вы делаете. Вот у вас, у кого-то какой-то такой, знаете, я не знаю, то ли комната такая несуразная, то ли сама квартира, обстановка, интерьер такой, знаете, вот он, вот много разных предметов. Вот всякие разные безделушки, всякие там, я не знаю, маленькие эти статуэточки, всякие магнитики на холодильнике. Вот такое ощущение, что квартира заставлена, но хочу сказать, что вот то, что для чужих людей может казаться, что это вот какие-то ненужные вещи, вот у вас это все связано с какими-то воспоминаниями, поэтому для вас это важно, для вас это ценно. Причем вот опять же со стороны кажется, что все заставлено, но для вас это вот какая-то, вот ваша квартира, она живая. То есть все предметы, которые есть, вы как будто бы ими либо пользуетесь, ну, вот, либо как-то взаимодействуете. Вот всему есть какое-то свое применение, но как будто общего какого-то такого стилистического дизайна я не вижу. Вот все как будто бы практичное, то есть все, чем вы пользуетесь. Это может быть какой-то, вот там, я не знаю, старый табурет, и сразу может быть какой-то красивый стул, либо кресло какое-то такое резное. Но сказать, что это сочетается, и да, и нет. То есть с точки зрения практики это сочетается. Как же? Потому что садишься на красивое кресло, и под ноги тебе надо положить какой-то табурет. А таких табуретов нет, потому что он старый, но он очень удобный, он очень практичный. Да? Его там шили, перешивали, там, это самое, реставрировали. И вот он удобный, он некрасивый, но он удобный. Вот здесь все такое, что, знаете, вот я бы не сказала, что это совсем все красивое, но это практичное. И это говорит о том, что вы человек по своей натуре очень такой практичный. Но какой-то вот такой творческий хаос у вас в доме. Особенно если, допустим, вы рисуете, то, может быть, одна комната, она идет как раз под студию, но по идее, да, она должна быть пустой, да, чтобы там вставала мольберт, холсты и так далее.
А у вас там все заставлено, вот как будто бы, не знаю, жилая комната, и вы только какой-то угол, где вы творите. И вот это вот все вместе, но это очень забавно. Это очень забавно. Но очень много предметов, и сказать, что вот какой-то любимый, мне кажется, они все любимые. Здесь все зависит от вашего настроения. Паш кубков. Ваш любимый предмет, да, интерьера. Вот здесь может быть, знаете, у кого-то, не у всех опять-таки, какой-то фонтан. То ли это аквариум, то ли это фонтан, что-то связанное с водой. Фонтан я не имею в виду большой, а вот такой вот какой-то маленький, который на столе ставится. А еще есть, знаете, вот в союзное время была это такая фишка, что-то такое металлическое, как подставка. И в ней было два подсвечника. Когда свечку ставишь, она нагревается, и вот предмет вот этот сверху, да, какой-то металлический, он начинал крутиться, то ли один, то ли два. То есть, когда свечка подогревает этот предмет металлический, он начинает вращаться. Что-то тут такое, что-то вращающееся. Либо есть какие-то для рабочего стола такие предметы ставят, знаете, как маятник, который там 3 или 4 штучки вот так туда-сюда. У кого-то есть метронометр, да, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, да, когда изучаешь игру на пианино, да, вот этот вот отмеряет метры, да, метронометр, по-моему, называется. Либо, мне кажется, это какие-то старинные часы, которые вот так вот сикают, как маятник, либо это метроном. Вообще такое ощущение, что вот вы с кем-то живете, то есть у вас, ну, не знаю, кто-то там либо с взрослой мамой, либо там бабушка, вот какой-то такой человек взрослый, у которого там свои предметы какие-то есть. И, возможно, вот то, что я сказала, заставлено, это, возможно, какая-то комната, и вот вы, кто-то из вас, да, очень хочет избавиться от этих предметов, чтобы как-то сделать потом ремонт и, ну, освежить квартиру. Потому что вы и сами понимаете, что все вот как будто бы заставлено. Еще ваши любимые предметы интерьера. Все, что связано с праздником. То есть вы можете любить какой-то там мангал, который у вас есть, да, как-то там, я не знаю, либо ездите куда-то на шашлыки. У кого-то может быть там любимый предмет, если мужчина, да, удочка, да, либо, опять же, про мужчин, какие-то инструменты, почему-то вы держите их дома, ну, видимо, нету гаража, что ли, ну, не знаю, в общем, какие-то инструменты, то есть то ли гаечный ключ, вот какие-то ключи, какие-то инструменты. Вот для вас это вот прям любимое, для кого-то это вот удочка и все, что связано с рыбалкой. Это вот прям, не знаю, там, любимые сапоги, вот эти резиновые, либо еще что-то. Опять же, это мужчинам здесь почему-то идет велосипед. Я не знаю, сколько вам лет, но в любом случае для кого-то любимый предмет – это вот велосипед, какая-то вот отдушина. То есть здесь все, что связано, знаете, с каким-то отдыхом, да, и теми предметами, которые вы используете на отдыхе. Может быть, есть какой-то удобный раскладной стул, вот которые берут там, я не знаю, на море, либо там, когда на рыбалку, ну, знаете, вот какой-то такой. И он очень удобный, и поэтому вам нравится. Вы его иногда даже и дома используете. Так, ну вот как-то так. Вот мне интересно будет, у кого это отыграется. Прям вот пишите. Так, последняя позиция, третья, троечки. Ваши любимые предметы. Я уже не буду говорить интерьера, а вообще ваши любимые предметы какие и что они о вас расскажут. Ваши любимые предметы. Вот прежде чем я вытащила этот аркан, скажу, у кого-то есть какая-то пепельница. Я не знаю, почему пепельница мне пришла впервые такое. Ну, разные образы приходят. Вот какая-то любимая пепельница, что-то есть с этой пепельницей, и она просто, знаете, она как-то вот удобная для вас. Поэтому она для вас любимая. И она как будто бы что-то там металлическое такое, железное, металлическое. То есть это не пластмасс, это не стекло, не хрусталь, это вот, не знаю, она какая-то круглая, она металлическая, я не могу сказать, почему-то она для вас любимая.
Так, пятерка мечей. У кого-то есть орудие труда. Орудие труда. Хорошо, пускай будет орудие труда. Скорее всего, любимые предметы — это когда вы возитесь там в огороде, либо с цветочками, там лопаточки, вот какие-то такие минималистичные. Вот любимые, потому что они удобные. Там маленькая лопатка, маленькая тяпа, да, или как правильно называется, там, где тяпают, растения эти вытаскивают. Я не знаю, я не занимаюсь огородом, но вот что-то такое, в общем. А для кого-то здесь почему-то оружие. Вот мне идет оружие. Я не знаю, как можно, дома хранить оружие, может, это имеет какое-то отношение к охоте, либо, если вы практик, то это будут какие-то маленькие ножики, кортики, ритуальные ножи, вот что-то такое металлическое. Либо у кого-то, знаете, вот раньше были такие металлические ножи для вскрытия конвертов, да, вот когда это по почту приходила раньше, да, когда еще были конверты, либо вот что бумагу порезать, либо что-то такое очень продолговатое, тоненькое, продолговатое, но он, наверное, чуть длиннее, чем ручка, вот такой какой-то форме. В общем, мне кажется, что вот как-то вот вы бумагу так разрезаете, либо конверт открываете, что-то такое. У кого-то есть еще какой-то предмет металлический, он имеет отношение, он как отяготитель, или как он там правильно называется, знаете, вот как груз какой-то, чтобы куда-то положить, да, либо там вот, как сейчас я положила, да, чтобы вот не закрывалась страница, либо на книгу положить, либо еще что-то, вот какой-то такой груз. Я не могу понять, что это такое. Но он такой достаточно весомый, вы его используете, он вам нравится. Вы им можете сделать все, что угодно. Да, допустим, что-то надо поломать, где-то поставить вот как вес, подставка, как, вот, я не знаю, как книгу, чтобы можно на это было облокотить. Иногда даже вот если кто-то, например, там, не знаю, соленье делает, там, соленую капусту, еще что-то, вот нужен какой-то камень, груз, тяжесть, вот вы это тоже используете, да, это такой, знаете, многофункциональный инструмент, но он какой-то тяжелый, весомый, я не знаю, что это такое. Он прям вот очень тяжелый. И мне показывают какие-то предметы круглые, металлические, я не знаю, в чем их функциональность, но вот как мячики, что ли, не знаю. Может быть, у кого-то есть, вот знаете, против стресса мячики какие-то такие, либо резиновые, либо у кого-то есть, если есть животное, да, собака, вот она как будто бы играет с этим мячиком, вот он все время у вас в руках, и вот вы как-то вот бросаете, как играете. Если это мужчина, то здесь вот, знаете, был в союзное время вот эти эспандеры, или как они назывались, резинка такая круглая, и вот ты ее держишь, да, она мышцы типа качает. Вот что-то такое. Почему-то мне все больше мужское идет. И еще ваши любимые предметы. Колющие, режущие какие-то такие. А любимые предметы. Здесь почему-то человек, надо же еще описать, да, что они рассказывают о вас. Здесь как будто бы человек решает кроссворды. Вот вам нравится, да? Поэтому вы как-то вот используете свой ум. Потому что я говорила про режущие такие предметы, ножи и все такое. Это вот как, знаете, как человек, который хочет проявить свою власть, свою силу. То есть это как-то вот самовыражение силы духа. То есть вы не тот человек, который, знаете, вот как-то будет воевать с кем-то, да, причем вот у кого-то есть, опять, видите, мужское мне все идет, какие-то перчатки, то ли это бокс, то ли это, не знаю, какой-то вид спорта, но вот перчатки такие идут, спортивные перчатки я имею в виду. То есть здесь какие-то предметы ваши любимые, которые показывают вот какую-то вашу власть, вашу доминанту, вашу силу, силу духа. То есть вот какой-то такой, что-то связанное с войной, с борьбой, с сопротивлением, да, то есть вот как-то вот вы прокачиваете свою силу, в том числе вот ритуальные вот эти ножи, это тоже показатель силы, взаимодействия силы.
Дальше, что я сказала по кроссвордам. Да, здесь человек любит их решать, потому что он любит какие-то такие тяжелые какие-то случаи. Вообще здесь кто-то любит слушать музыку, опять же, больше к мужчинам, не знаю, почему мне здесь мужчин показывают, какую-то такую, знаете, психоделическую, тяжелую музыку. Не в контексте рока, а вот именно в контексте какого-то такого состояния. Но здесь ощущение того, что вот все, что вам нравится, вот то, что я рассказала, оно как будто вас заземляет. То ли вы ощущаете себя слабым, и поэтому надо как-то проявить себя в социум таким образом, чтобы с вами считали, чтобы вас уважали, и поэтому должна быть какая-то атрибутика силы. У кого-то здесь есть очень красивый перстень, он любимый вами, потому что он вам либо был передан как-то вот по наследству, либо вы его купили, в нем есть какой-то символ, какой-то смысл. Это любимый предмет для вас. Поэтому то, что я сказала, вот это, вы знаете, вот грузик, вот этот вот, он как раз указывает вот как на заземление. Что касается пепельницы, да, если вдруг кто-то курит, то это символ того, что, знаете, вот вам нравится как-то думать, и здесь у кого-то есть кресло-качалка, что ли, что-то такое. Либо это любимое какое-то место. То есть кресло какое, это не диван, это кресло, но если это кресло-качалка, понятно. Если, может быть, просто качалка, либо какое-то вот кресло, где ногу можно поставить на как-то вот повыше. То есть, ну, не опущенные ноги, они как-то на подставке какой-то. И вот почему пепельница? Потому что это, вот, знаете, как предмет, который вас расслабляет в момент, когда вы думаете. То есть здесь сигаретный дым, он связан с тем, что вот человек как-то размышляет над чем-то. Показатель того, что вот вы, ну, вы не глупы, да, вы размышляете. То, что я сказала, любимые предметы по там, лопаточка маленькая, все такое, это вот либо у вас дома растения, вам нравится, да, ухаживать за ними. Вот, причем это не цветы, а именно какие-то такие, все, что зеленое растение, это не то, что цветоносит, ну, то есть цветы имеет. Вот, ну, то есть это может быть даже маленькие кактусы такие. Вот, либо у кого-то, если есть огород, да, то вам просто удобно, как-то вот сподручно, там. Даже если это не маленький какой-то инструмент, а большой, вот у него очень удобная ручка. Он даже может быть старым, но вот там удобная ручка, вам держать в руке удобно. Так, еще какой предмет и что о вас расскажет? Колесо фортуны. Но можно было здесь сказать про время, но нет, я не скажу. Я не скажу, что... Хотя у кого-то есть здесь умные часы, которые вот прям все считают, и ритмы, и шаги, и все. Но здесь это не считается как любимый предмет. Здесь какой-то другой предмет, я не знаю, что это такое, который тоже как-то вот вращается. Что это может быть, я не могу понять. Вот он как вращается. Может быть, у кого-то есть хомячки или белочки. Вот они вот в этом колесе, и вот вы смотрите, да, и вот вам нравится. То есть это вас как-то успокаивает. Вот смотрите, как это, бег по колесу. То есть либо хомячок, либо белка, ну, то есть вот и этот предмет, он, опять же, вас как-то расслабляет. Но есть такое ощущение, что, с одной стороны, вот какая-то энергия такая, да, у вас воинственная, либо силовая. Может быть, вы работаете в структурах, может быть, вам нужно все время как-то себя отстаивать, либо у вас какое-то взаимодействие с людьми такое вот достаточно жесткое, структурное. И поэтому вот вы, когда приходите домой, у вас есть тапочки дырявые. Я извиняюсь, если по первой позиции там было что-то другое, какие-то необычные со зверюшками, у вас дырявые.
Это показатель того, что вот, знаете как, вы человек, который приходит домой, вот он, для него дом – это вот его тыл, это вот в прямом смысле его какой-то бункер, в котором он расслабляется, это место, которому он доверяет, ему там хорошо, спокойно, стабильно. Ну, то есть, ясное дело, что тапочки женщины несовместимы, скорее всего, это вот какие-то мужские дырявые. Но вот прям, знаете, здесь вопрос не в том, что у вас нет денег купить новые тапочки, а вопрос в том, что это они настолько вот удобные, что вот прям до дыр затерлись, и жалко выбросить, да, потому что сейчас, вот кто-то говорит, сейчас такие уже не делают, я не знаю, что такое, скорее всего, здесь мужчины чуть-чуть так постарше, которые говорят, сейчас уже таких не делают, да, поэтому не буду я выбрасывать. Так, ну еще, давайте 2 аркана. Здесь еще что-то связанное со стрелкой. Что это за любимый предмет, который связан со стрелкой? Не знаю. Какой-то указатель. То ли флажок, то ли какой-то указатель. Не знаю, может быть, вы где-то были, путешествовали и привезли как маленький вот такой вот флажочек с той страны, где вы были. Может быть, вы его используете как закладку, либо просто он есть. Не знаю, какой-то флажок мне показывают. Я не могу понять, что за флажок. Может быть, играли в каких-то активные игры, и вот остался оттуда, да, флажок, может быть, с вашим именем. Либо выиграли в какой-то игре, да, вот флажок, что-то такое. Ладно, еще какой-то предмет любимый. Ну вот я же говорю с расслаблением, да, то, что помогает вам расслабиться. Причем это какое-то место возле окна. Это там подоконник. У этого подоконника, я не знаю, то ли это балкон, то ли это просто окно и подоконник. Вот вам нравится там стоять. Стоять и пить кофе или чай, что вы там пьете. И вот смотреть, да, смотреть в окно. Именно вот в это. Что-то есть с этим окном связанное. То ли вы мечтаете, чтобы у вас кровать была возле окна, чтобы вот прям рассвет встречать. Здесь какое-то место, вот, которое вас расслабляет. Есть специальное место у вас дома, которое вас расслабляет. И оно говорит о том, что у вас очень напряженная, активная жизнь, и вам не хватает отдыха. Может быть, сейчас не хватает отдыха. А еще может говорить о том, что когда вы дома, вы вообще ни с кем не коммуницируете. То есть все, я пришла домой, как говорится, выключила, да, электричество и все. И не приходите меня, и меня нет, вот я спряталась, я дома, я в своей местности такой, да, вот комфортно, уютно и все. И я ни с кем не хочу коммуницировать. У кого-то есть, знаете, у вас проблема со сном, и очень важна какая-то вот, не знаю, повязка на глаза. Почему? Потому что вы любите засыпать, чтобы был вот брак, прям вот чтобы темно-темно было. Видимо, в вашем помещении вы не можете добиться такого, либо если, допустим, вы замужем, либо женаты, и ваш партнер, ну, хочет свет. А вам нравится, чтобы было темно, потому что иначе вы не можете уснуть. И вот это вот то ли повязка, то ли что-то такое, что вы надеваете на глаза, чтобы заснуть. И это для вас является любимым предметом в контексте чего? Не потому что вы его любите, а потому что вы, ну вот как-то вот без него очень сложно, да, то есть этот предмет вам нужен. Вот. Как-то так. Вот мне прям любопытно будет почитать процент от того, насколько, это была 3-я позиция, да, насколько я попала. Потому что вот мне показывают разные вещи. Ясное дело, что да, вы все разные, и у всех не могут быть одинаковые предметы любимые, которые о вас расскажут. Но вот мне интересно, кого я тут, как говорится, угадала. Хотя я, в принципе, не гадаю. Вот. Просто вот как идет в потоке, да, какие-то вещи, я рассказываю. Вот мне будет любопытно. Напишите, пожалуйста. Вот. Мне будет интересно, какие детали я увидела. А я с вами прощаюсь. Пожелаю вам отличных выходных. До понедельника приходите на блиц-консультации, на
беседы со смыслом в любой момент вы можете заказать, так же, как и заказать в записи аудиорасклад либо на полчаса, либо на час, да, в зависимости от количества вопросов, которые вам нужно разобрать. Вот. Ну и напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, если вам интересно получать больше информации разносторонней, в том числе и философской, вот, добро пожаловать на телеграм-канал. Ссылка есть под этим роликом, если вы нажмете на линк «Мои услуги». Вот, приходите. А я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.